Всем привет, меня зовут Натали, ну, собственно, для тех, кто меня не знает. И я уже 3 года живу в Афинах. В этом видео я расскажу вам про 5 вещей, которые, скажем так, не лучшая сторона жизни Афин, да, не буду говорить раздражает, но такое себе. В общем, 5 вещей сомнительных и 5 вещей, которые меня действительно радуют от жизни здесь. У меня, кстати, здесь план. Лучше с планом, я считаю. В общем, начнем же. Итак, начнем мы с такого, с не сильно хорошего, а закончим на мажорной ноте. 1. Это график работы магазинов. Если вы из Украины или из России, то вы, наверное, привыкли к тому, что, во-первых, существуют 24-часовые супермаркеты, которые работают 24 часа в сутки. Во-вторых, что, в принципе, в воскресенье ничем не отличается от остальных дней. В Греции в воскресенье вообще ничего не работает. То есть, я имею в виду там магазины, супермаркеты, и поэтому у греков, точнее, тех, кто переехал в Грецию, уже выработалась такая привычка, знаете, что вот в субботу вечером, если ты понимаешь, что ты не сходил на неделю в супермаркет, нужно бегом бежать в 7 часов вечера что-то закупать. Я тут записала себе график, потому что очень странный. У магазинов, как сказать, не в торговых центрах, а обычных. Вы должны помнить, что, по-моему, вторник, четверг и пятница магазины работают с 9 до полтретьего, потом у них перерыв, сиеста, жара. Ну, южная страна, вы понимаете, зимой тоже, правда. Потом они открываются в 8:30 и работают, по-моему, до 8:30. В остальные дни, в понедельник, среда и суббота, ну, так сказал интернет, но я бы не сказала, что так на самом деле есть, они работают, по-моему, с 9 до 3. Вы должны помнить об этом или просто хотя бы иметь доступ к интернету, чтобы проверить, как сегодня работают магазины. Второй пункт – это то, что везде курят. То есть в Греции есть закон, который запрещает курение в общественных местах, но, к сожалению, никто особо не придерживается его. И может быть такая ситуация, что вы сидите в ресторане, да, а где-то вот на столе, например, стоит такой значок, что нельзя курить, и за этим же столом сидят люди, которые раскуривают сигареты. И могут быть дети маленькие рядом, и вообще очень много дыма. И мне, как человеку, который не курит, в принципе, было первое время тяжело к этому привыкнуть, поэтому я рекомендую садиться снаружи, хотя снаружи тоже курят, но хотя бы там будет свежий воздух и, соответственно, будет меньше концентрация дыма. Дальше. Третий пункт, но он по важности, наверное, самый первый. То, как работают госслужбы, это работа с документами, со всем этим, в общем, вот это все очень плохо. Опять же, если вы из России, из Украины, Беларуси, не знаю, как дела обстоят, вы думаете, что вот в Европе, да, там должно все работать так быстро, в Греции нет. И нужно успеть и к этому, и к этому, и к этому за вот такой вот маленький отрезок времени. А во-вторых, это все происходит очень медленно. То есть мои документы, мне сказали, что выйдут в течение 2-4 месяцев, и я ждала очень долго. Плюс очень много юристов, которые просто видят, что ты иностранец и хотят на тебе наживиться. И то есть там, то там 50 евро, то там 100 евро, и так ту-ту-ту-ту-ту. И получается, ты просто растратишь, тратишь свое время, нервы. Дурдом. Граффити – это проблема, и я не знаю изначально, почему так сложилось, но в Афинах, вот центр города, с этим прям все очень-очень плохо. То есть, конечно, красивые граффити, которые ты смотришь и думаешь, что, вот это искусство, да, это очень красивый рисунок, но в основном это, знаете, когда, как они, в общем, те, кто рисует граффити, да, вандалы их я называю, и по-другому не могу назвать. Берут баллончики и оставляют просто свою как подпись, чтобы им в своем обществе там понимали, что вот здесь был вот этот молодой человек. И вот везде вы очень часто можете встретить, точнее, вот эти вот росписи. У меня очень просто бомбит на эту тему, и если вдруг вы собираетесь ехать в Афины, то не пугайтесь. Афины не заброшенный город, ничего, просто вот граффити – это проблема, это не знаю, как с этим бороться. Не знаю, есть, конечно, проблемы поважнее, но просто вот именно на первый взгляд оно может очень сильно броситься и оставить очень большое впечатление, негативное. Это 5-й пункт, да, мы с него перейдем на хороший, он связан с нашими позитивными аспектами. Не удивляйтесь. В общем, в Афинах очень распространены забастовки, протесты. Это, конечно, осложняет повседневную жизнь в том плане, что, знаете, вот метро не работает, да, 2 ветки метро не работают. И то есть ты думаешь, тебе нужно добираться в свой пункт назначения каким-то другим образом. Соответственно, появляются пробки. То есть нарушается вот какой-то привычный порядок дел. Бастуют где? В центре, возле парламента или там на прилегающих улицах. И в центре тоже, получается,
толпа, потому что перекрывают эти улицы, и там не пройти, ну, вы понимаете, в общем, это очевидные вещи. Но в то же время я хочу сказать, как раз вот здесь должен быть переход на, если я смогу, я сделаю, на положительные вещи. В принципе, Греция и даже Афины — страна безопасная, ну или город безопасный. То есть, несмотря на то, что вы видите по телевизору, да, вот все эти забастовки, все эти там протесты, обычно вот этими забастовками все и ограничивается. Люди вышли, люди услышали, они там что-то, ну, там покричали, я уже просто даже не вникаю в забастовки, потому что, если честно, происходит очень часто. Но в основном ничего не происходит после этого. Говорю прямо, как и в каждом крупном городе есть районы, которые типа как гетто. Нужно просто их знать и туда не ходить, и все, и будет вам счастье. Вот. Ну и также, конечно, как и в крупных туристических городах, есть карманники, и поэтому в общественном транспорте или просто в местах столпотворения нужно контролировать свою сумку, рюкзачок, ну, в общем, что у вас там с чем выходит. В целом, я считаю, что Афины, в принципе, безопасный город. То есть я могу спокойно выйти вечером у себя и не переживать. Ну, как вы поняли, это очевидные вещи. Это, конечно, климат и обилие исторических всяких там памяток, скажем так. Климат в Греции — это отдельная вещь, о которой можно говорить очень долго. Понимаете, как сказать, здесь зимы нет. Вот, точнее как, здесь есть зима, но зима — это где-то недели 3, ты походишь в пуховике, а после этого уже начинается такая погода в плане, вот девочки меня поймут, это либо подтишка, либо кожаная курточка там с шарфиком сверху, и все. Ну, то есть ты выглядишь красиво. Нет такого момента, да, когда ты идешь там в огромном пуховике, все, и думаешь, все кошмар. А какой кайф, когда в том же самом, например, в мае, да, после работы, после там учебы, взять свою подружку, там, мужа и поехать на море и просто отдохнуть. Да даже здесь на террасе у себя дома с видом на море и дышать этим свежим воздухом. Причем в Афинах такое расположение, что с одной стороны море, я просто показываю туда, потому что у меня вот там море, а с другой стороны вот там горы. Да, конечно, пейзажи вот очень впечатляют, и даже иногда можно не понять, что ты находишься в большом городе, потому что вот это прекрасно просто. Солнце вечное, это, ну, я очень балдею от этого климата. Второй как раз пункт у нас вытекает из первого, потому что благодаря такому климату очень большой доступ к свежим овощам и фруктам практически круглый год. Понятно, что они зимой там не растет, конечно, все, но зимой в Греции растут апельсины, и это классно. Плюс сюда еще нужно добавить свежие морепродукты, потому что, как ни удивительно, Греция морская страна. Когда ты идешь в супермаркет или в магазин, да, покупать рыбу или там осьминога, ну, все что угодно, ты знаешь, что дядюшка рыбак поймал его сегодня утром, и его все, ты его покупаешь, то есть его не везли, все, он уже успел там разморозиться, опять заморозиться, там еще что-то с ним случилось, в общем, ты знаешь, что это свежее, что ты, ну, все нормально будет, то еще больше, да. Это большой плюс, ты начинаешь это ценить. Как, в принципе, я думаю, и в большинстве стран Европы, здесь очень демократично подход к тому, что на тебе надето. Понятно, мы не берем какие-то там суперкрутые районы, где там люди выходят просто как показать, to show off по-английски. Это здесь там один северный район и южный район Афин, там такое, типа все выходят на понтах. Если брать основную часть Афин, ну, я думаю, Греция, не знаю, я не буду говорить про там острова, деревни, потому что я там не жила, я просто туда ездила на недельки. А так, в принципе, никто не парится, что на тебе надето, да, там накрашено, не накрашено, там вообще. Ты начинаешь как-то меньше по этому поводу заморачиваться. Я считаю, что это прекрасно, это достойно отдельного пункта. Ну, потому что такой образ жизни в Греции, как вы уже поняли, солнце, климат, вьетнамки, все хорошо, хотя понятно, что в будние дни все также ходят в офисы на работу и живут своей вот такой вот быстрой жизнью. И последнее, собственно, мы начали с магазинов и заканчиваем магазинами, это шопинг, да. В Греции существует такая вот система, точнее не система, а регулярно бывают скидки. Причем скидки такие реальные, когда вот вещь стоила там 50 евро, и на скидке можешь купить ее там за 9,99. Ну и, соответственно, там выше, ниже. К этому все очень серьезно относятся, потому что в интернете всегда есть расписание, когда будут скидки, все такое. Очень много
греческих брендов. Это тоже очень важный пункт, как раз еще для тех, кто, например, будет путешествовать в Афины. Обратите внимание на маленькие магазинчики греческих брендов, потому что я не говорю про дизайнеров, да, которые продают вещи по заоблачным ценам, потому что ты же дизайнер. Я говорю про стандартные какие-то греческие магазины, то есть вот вы видите бренд, вы не видели раньше название этого магазина, не пугайтесь, наоборот, зайдите в него, потому что, во-первых, это не сетевой магазин, то есть вряд ли вы кого-то встретите в такой же одежде. Во-вторых, это что-то новенькое, потому что, ну, все-таки, если дизайнер греческий, то в линии его одежды можно проследить какую-то, да, греческую нотку, какой-то греческий колорит. Поэтому зайдите, посмотрите, и это действительно интересно, и вы еще больше сможете узнать культуру. Было 5 пунктов хороших, 5 пунктов не очень. Я надеюсь, что вам было интересно смотреть. Я очень переживала, если честно. Как бы не ютубер, я ничего нету, просто я решила снять, потому что я очень люблю разговаривать, как вы уже поняли. Как там правильно говорить, пишите комментарии, мне будет интересно почитать, ну, какие темы вам было бы интересно посмотреть. Самое сложное — это начать и не остановиться. Вот. Если вы меня сейчас поддержите, собственно, я продолжу снимать. Надеюсь, мои щеки были не крупными в кадре, не заняли весь кадр. Поэтому спасибо за просмотр и